Всем салют! Обычно на этом канале мы говорим про НХЛ или события и игроков, которые как-то связаны с лучшей лигой мира. Но темой сегодняшнего видео будет плей-офф КХЛ. Мы составили прогноз на матчи первого раунда и хотим им с вами поделиться. Если это вам действительно интересно, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Так мы поймем, что контента про КХЛ надо выпускать больше. Ну а мы начинаем. И не забывайте, что это мое субъективное мнение, а свое вы всегда можете высказать в комментариях. Там и пообщаемся. Пойдем по порядку. С первой строчки Запада в последнем туре был очень интересный матч «Динамо Москва» против ЦСКА, на момент которого динамовцы уже знали, что им предстоит дерби с коллегами из Минска. А вот ЦСКА сами вершили свою судьбу. Победишь – играешь с Локомотивом, проиграешь в основное время, собственноручно организовываешь еще одно дерби на Западе. Правда, уже армейское. Так вот, «Динамо Москва», «Динамо Минск». На первый взгляд вывеска не самая интересная, да и на второй взгляд тоже может. Москвичи подходят к плей-офф в отличном настроении, с Кубком континента в руках, с горой побед в последних матчах. И лишь с одной травмой. Седрик Пакет с 11 февраля числится в списке травмированных. О сроках возвращения клуб на данный момент не высказывался. Но что-то мне подсказывает, что к играм на выбывание он будет готов. О минском «Динамо» таких лестных слов я сказать не могу. Такое чувство, что Квартальнов не особо справляется со своей работой. Все-таки состав и бюджет, заложенный в клуб, позволяет бороться за места выше, чем 8-е. Если не верите, спросите у Северстали. Да, у Минска на протяжении всего сезона было очень много травм. Впрочем, и сейчас 5 человек числится в лазарете. Минчане последние 20 матчей чередовали победы с поражениями и не показывали цельного, а главное, стабильного хоккея. Гусев набрал больше очков, чем два лучших бомбардира «Динамо Минск» вместе взятые. Это Анас и Волков. Я думаю, такая ситуация уже говорит о многом. К тому же, преимущество на последнем рубеже у московского «Динамо» также внушительное. Достаточно взглянуть на статистику. По отраженным броскам и коэффициенту надежности у вратарской бригады из Москвы Коновалова и Моторыгина равенство. Статистика на вашем экране. У Колосова и Фергюсон статистика похуже. Как у команд работают бригады неравных составов. У «Динамо Москвы» лучшее большинство в лиге, а «Динамо Минск» по этому же показателю занимает 19-ю строчку. Статистика на вашем экране. Зато в меньшинстве уже Минск играет лучше. По личным встречам преимущество на стороне москвичей. В этом сезоне динамовцы между собой встречались 4 раза, и все матчи для Минска заканчивались поражением. К тому же ни в одном из них подопечным Квартального не удалось забить больше одной шайбы. Тут, по мне, все довольно очевидно. Невероятная команда получилась у Алексея Кудашова. Да и по ходу сезона они смотрелись классно, без существенных спадов. Поможет ли им это в играх на вылет? Думаю, да. Поэтому с поправкой на то, что это плей-офф, прогнозирую счет 4-1 в пользу московского «Динамо». Переходим к следующей паре. Торпедо-СКА. Отличная вторая половина чемпионата. Ротенберг – гений. Лишь одно меня смущает, что лучший бомбардир команды, защитник Александр Никишин, вряд ли найдется еще хоть один такой клуб. Но все же круто, что у СКА все 4 звена ударные. Никогда не знаешь, от кого ждать опасности. С травмами у СКА тоже все довольно гладко. Из полевых вне игры только Владимир Алистров. А с такой скамейкой, как у петербуржцев, потеря восполнимая. Ровно так же, как и потеря Матсона, вряд ли доставит много проблем, когда на последнем рубеже есть Серебряков и Моисевич. Торпедо – хороший старт, мощная пресса вокруг команды, но травмы Танасова будто бы подкосили команду. Хотя дело, конечно же, не только в этом. На данный момент вся основа в строю, и Николай, и Василий смогли восстановиться к плей-офф. Но такое чувство, что у Ларионова не получилось настроить или подготовить свой молодой состав к концовке сезона. Соответственно, вопросы перед ПО также возникают. Летунов – лучший бомбардир нижегородцев, хотя в последних матчах результативных баллов набирает немного. У СКА, как я уже говорил ранее, нет ярко выраженного лидера атаки, зато 7 игроков умудрились набрать 40 и более очков за регулярку. Феноменальный результат. В плей-офф часто решает вратарская бригада, поэтому нельзя пройти мимо того, что у СКА она также мощнее.
У Моисевича и Серебрякова просто запредельные показатели по коэффициенту надежности и отраженным броскам. Статистика у вас на экране. Теперь вратарская бригада Торпедо, Хуска и Кульбаков на пике формы тоже очень хороши, особенно если поймают кураж, то они не уступят тому же Серебрякову. Но статистика все так у них заметно хуже, так как обоим вратарям не хватает стабильности, как по мне. Так что в этом пункте преимущество на стороне СКА. В большинстве армейцы третья команда лиги с процентом реализации 24,5%. Торпедо на пару строчек ниже, их показатель практически 22. В меньшинстве уже СКА идет на пару строчек ниже. У СКА оно 4, а у Торпедо этот показатель 2 в лиге. Статистика на вашем экране. В этом сезоне клубы встречались 4 раза. По победам паритет 2-2. Кстати, в прошлом сезоне команды уже сталкивались в играх на вылет. Тогда сильнее оказались петербуржцы. Я думаю, единственные надежды Торпедо связаны с гением Ларионова. Верить в то, что он сможет прочитать и удивить довольно неопытного в тренерском плане Ротенберга. Знаю, что многим прогноз не понравится, как говорится, вся страна за Торпедо, но я считаю, что СКА и сильнее, и опытнее, и интереснее, поэтому 4-1 в пользу парней с берегов Невы. Локомотив ЦСКА. Локомотив, если честно, очень меня пугает. Такое чувство, что у настоящего прошлогоднего ЦСКА не возникло бы трудностей в матчах с железнодорожниками. Но в этом году сами ЦСКА играют ужасно, поэтому в этой серии мы увидим 7 матчей, и все решится в Ярославле. Из основы у Лока в списке травмированных лишь Максим Березкин, который круто себя проявлял в этом сезоне. У ЦСКА ситуация еще приятнее. Сейчас в списке травмированных лишь один Марсель Ибрагимов, остальные все в строю. У Локо на набранные результативные баллы ребят можно даже не смотреть. Никто не добрался до отметки и в 40 очков. Но это не беда. Команда системная, играет от обороны, поэтому и такие показатели. Лучший бомбардир Максим Шалунов с 36 баллами. Зато в стане железнодорожников играет лучший вратарь регулярного чемпионата. По моему субъективному мнению, Даниил Исаев. Этот молодой парень проводит 2-й подряд мега стабильный и очень успешный сезон. 49 игр, 92,5% отраженных бросков. Плюсом нельзя забывать про также стабильного Ивана Бочарова, который в любой момент готов выскочить и подстраховать первого номера. У ЦСКА ситуация с лучшими бомбардира и поинтереснее — это Константин Акулов, который вместе с тем же Шалуновым играл в пиковой Сибири. У Кости 48 очков в 56 матчах. На последнем рубеже у ЦСКА тоже все неплохо. Федотов Иван, проводящий свой не лучший сезон. Но все же мы знаем, на что он способен, и в плей-офф все его лучшие качества могут проявиться. Сейчас его статистика на вашем экране. Правда, его бэкап совсем не внушает спокойствия. В этом сезоне Шарыченков играет достаточно нервно. В 12 матчах ему предоставлялся шанс показать себя, но даже при не самой надежной игре Федотова Шарыченков оставался номером 2. По большинству и ЦСКА, и Лока во второй половине таблицы. У москвичей 19% реализации лишнего, у ярославцев 18,5%. Надежностью в меньшинстве команды также не отличаются. Статистика на вашем экране. Преимущество по личным встречам также за железнодорожниками 4-2. Каков мой прогноз? Низовая серия 7 матчей, из которых 5 или 6 закончатся с разницей в 1 шайбу. Не исключаю также 3 или 4 овертайма. Но я все же отдам предпочтение ярославцам из-за фактора домашнего льда 4-3. Локомотив идет дальше. И подходим, я думаю, к самой зрелищной паре этого плей-офф. Спартак-Северсталь. Обе команды в этом сезоне выбили отметку в 200 шайб. В истории КХЛ таких команд всего 7, и вот 2 из них столкнутся в первом раунде плей-офф. «Спартак» подходит к играм в хорошей форме, хотя в душе должен остаться осадок, что могли занять место гораздо выше. «Северсталь» вообще до недавнего времени была лучшей командой по набранным очкам в 2024 году. Но последние поражения несколько подпортили статистику. Команда Андрея Козырева прыгнула выше головы, ведь многие эксперты перед началом сезона не верили, что Северсталь хотя бы попадет в плей-офф. И не сказать, что в этой паре они выглядят явными аутсайдерами. Давайте поговорим о травмах в лазарете «Спартака» Джоуи Кин, Патрик Рыбар и Иван Морозов.
У Северстали Муханов, скорее всего, пропустит плей-офф. У Подшивалова повреждения, плюс Шостак и Шугаев продолжают восстанавливаться. У «Спартака» одно ударное звено, которого Северстали стоит бояться. Это Галдубин, Морозов и Порядин. Особенно его стоит опасаться, если Морозов успеет восстановиться. А так, Николай с Павлом на двоих набрали 143 очка. У Северстали также сила сконцентрирована в первом звене. Пилипенко, Аймурзин, Ильин. Но и три остальных не отстают. Отметку в 20 очков о этом регулярном чемпионате перешагнуло по 10 игроков «Спартака» и «Северстали». Невероятные показатели, которые еще раз дают нам понять, что хоккей будет открытый, веселый и непредсказуемый. Перейдем к статистике вратарей. У «Северстали» он один — это Александр Самойлов, который, я думаю, стал открытием концовки чемпионата. Бриллиант, в 27 лет только вытащенный из ВХЛ и с первого матча показавший, что он теперь здесь номер один. У Саши 20 игр, а его бешеная статистика на вашем экране. У «Спартака» и здесь сильная конкуренция. В отсутствии Рыбара в рамке ворот может появиться как Николаев, так и Кореев. Их статистика вообще идентичная. Большинство Северсталь реализует с шансом в 23%. Это 4-е место в лиге. «Спартак» чуть ниже. Меньшинство у «Северстали» также необычайно шикарное. 3-е место в лиге. Вся статистика по обоим командам на вашем экране. В работе спецбригад все-таки есть преимущество «Северстали», а этот показатель часто решает в играх на вылет. Клубы встречались в этом сезоне 4 раза, и из 3 «Спартак» вышел победителем. Команды за эти 4 матча на двоих забили 30 шайб. На основе всего вышеперечисленного я осмелюсь предположить, что верх одержат все-таки москвичи, из-за все-таки своего более опытного состава. Хотя очень хочется, чтобы Северсталь преодолела этот злополучный первый раунд. Я прогнозирую счет в серии 4-3 в пользу «Спартака». Вот таким получился наш прогноз в Западной конференции. Прогноз по Востоку не успел немного доделать, он выйдет с утра в воскресенье. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить, там будет много интересного. Спасибо за просмотр и всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю.